Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу поделиться очень простым способом, как можно запечь говядину. При этом она получается очень нежной, мягкой, сочной и распадается на волокна, даже если это вот такой вот большой кусок. Здесь у меня 2 килограмма говядины, это лопатка, но можно взять кусок поменьше, просто время выпекания у вас тоже уменьшится. Но мне так нравится это мясо, и это очень удобно, потому что можно приготовить вот такой вот большой кусок, и потом вот по мере необходимости доставать его и подавать с различными гарнирами. Получается невероятно вкусно, и мясо, как я уже говорила, просто тает во рту. Из специй я использую соль по вкусу. Иногда вы пишете в комментариях, что такое соль по вкусу. Если вы не знаете, как именно посолить, то я по своему вкусу солю где-то 1 чайная ложка соли на 1 килограмм мяса. Но это по моему вкусу. Если у вас другой вкус, то, конечно, вам нужно адаптировать количество соли под свои вкусовые предпочтения. Черный молотый перец тоже со всех сторон перчим. Кориандр, сушеный чеснок и также сушеный лук, но специи вы можете подобрать по своему вкусу. Теперь нужно дать мясу немного промариноваться. Можно оставить его при комнатной температуре на 1 час или же поставить в холодильник. В холодильник можно поставить на ночь. Понятное дело, что специи и соль не дойдут до центра мяса, потому что кусок очень большой, но хотя бы немножко они проникнут в толщу мяса, и это уже хорошо. А все равно мясо получится очень вкусным, и соус, который получится из мяса, тоже будет не соус, а сок, тоже будет очень вкусным, специями. И тогда вот это мясо, которое в центре, внутри, его можно поливать этим сочком, и получается невероятная вкуснятина. Перед запеканием смазываем мясо сливочным маслом. Мне очень нравится сочетание говядины со сливочным маслом. Помещаем мясо в пакет для запекания. Фиксируем края максимально близко к куску мяса, чтобы не был вот такой вот большой пакет, а наоборот маленький. Делаем небольшое отверстие, чтобы выходил пар. Мясо уже готово, посмотрите, сколько из него выделилось сока, и сейчас я вам расскажу о том, как я его запекаю. Я ставлю в духовку, и первый час я выпекаю при температуре 180 градусов. Потом я уменьшаю температуру до 150 градусов и запекаю еще, вот у меня большой 2-килограммовый кусок, я запекаю 2-2,5 часа. Если кусочек поменьше, 1 килограмм или там 1 килограмм 200 граммов, то можно, конечно, запекать час-полтора при температуре 150 градусов. То есть общее время запекания где-то 2-2,5 часа для килограммового куска, а для такого большого то где-то 3-3,5 часа. И тогда мясо получается просто мягчайшим. Благодаря рукаву получается такая паровая баня, вот этот вот сачок, он испаряется и пропитывает мясо, мясо как бы и запекается сверху, и тушится при этом, и благодаря этому оно получается вот таким вот, знаете, расходится на волокна. Теперь давайте отрежем кусочек. Выкладываю в емкость, где сок от мяса. Оно таким образом хорошенько пропитывается и становится еще лучше. И посмотрите. Как видите, мясо даже резать не нужно было, оно очень нежное.
получился вот этот вот сок, подаем вместе с мясом, поливаем сверху, получается сочно, нежно и очень вкусно. Я так нахваливаю, потому что мне очень нравится этот способ, ведь вы можете приготовить так большой кусок мяса, и у вас всегда будет основное блюдо, нужно только приготовить какой-то салат и гарнир. И получается очень вкусно, быстро и просто вот на всю неделю. Вот такая вот идея, я уже так делала. Теперь пробую. Мясо очень вкусное, оно действительно мягкое и нежное, несмотря на то, что вот такая получилась, попался такой кусок, где такие достаточно грубые волокна, крупные, но при этом оно отлично жуется, оно тает во рту. Это отличный способ, я надеюсь, что вам тоже пригодится, и вы приготовите, в принципе, можно любую говядину, даже самую жесткую, приготовить по такому способу, и она будет мягкой. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!